Прежде чем начать повествование, я хотел бы вкратце рассказать о том, что сподвигло нас на это путешествие и немного о предстоящих сложностях в нем. В далеком 2019 году мы сходили в свой первый так называемый большой поход на 2 недели на плато Маньпупуньор. Впечатление он нам принес море, но останавливаться на пешем туризме мы не собирались и посматривали на YouTube фильмы про сплавы. Однажды нам на глаза попался канал Кит-Турист 52, который вели пенсионеры из Ульяновска Вера и Владимир Китаевы. Первые увиденные нами видео с их канала были как раз о сплаве по Чаре, Алекме и Лене. Мы были в культурном шоке после просмотра и в восторге от этих людей и их стремления к путешествиям. Тогда мы твердо решили для себя, что во что бы то ни стало повторим этот маршрут. Супруги Китаевы стали нашими настоящими вдохновителями. Мы пересмотрели все путешествия на их канале, однако сейчас новые фильмы на нем не выходят. К великому сожалению, Вера Александровна, которая его вела, в 2020 году умерла. Владимир продолжает путешествовать до сих пор и завел свой канал. На случай, если кого-то заинтересует их путешествия, оставлю ссылки на оба канала в описании. Позже мы приобрели катамаран и начали ходить на нем по спокойным уральским рекам, а к 2022 году поняли, что созрели и для Чары. Однако решиться на этот водный поход было все-таки сложно, и пугала не столько его продолжительность, больше месяца, ни расстояние в 1300 километров и примерно половина из них без единого населенного пункта, а страх перед порогами на реке, ведь опыта их прохождения у нас почти что не было. Порожистый участок удален от населенных пунктов на 100 с лишним километров и растянулся еще на 100. Если вдруг на каком-то пороге мы перевернемся и катамаран уплывет вместе с вещами, это будет трагедия, и придется как-то выживать неизвестно какой срок в совершенно диких местах. Примерно такие мысли сопровождали меня во время всего процесса подготовки к этому путешествию. В последний момент я уже практически настаивал на том, чтобы все отменить. Но потом мы все-таки купили билеты, кстати, последние 2 места на нужный нам поезд, и отправились в путь. Дорога от Екатеринбурга до поселка Новая Чара, откуда мы собирались начать путешествие, занимает более 3 суток. Из-за своих сомнений затянулись с покупкой билетов, и нам достались верхние места. Долго думали, как переправить часть багажа. У нас с собой 4 объемных сумки, и в обычное купе все не поместится. Оказалось, что у РЖД есть такая услуга, как багажное купе, и вещи доедут там за сравнительно небольшую сумму. У нас вышло около 600 рублей за сумку, сдавали 2. Ехать 3 суток на верхних полках – это, конечно, то еще удовольствие, особенно с нынешними аномальными температурами летом. Но уже на территории Восточной Сибири стало прохладнее и пасмурно. Мы даже забеспокоились, что могут начаться затяжные дожди, которыми так славится север Забайкальского края, куда мы держим путь. В Северобайкальске поезд стоит чуть больше часа, а это значит, что у нас есть возможность прогуляться до легендарного озера Байкал. От вокзала идти около 700 метров, и многие пассажиры нашего поезда спешат к берегу. Все так же пасмурно и свежо, но в воде есть купающиеся. Зная, какая холодная вода в Байкале, удивились. Но еще больше удивились, потрогав ее. Она оказалась теплой, как парное молоко, хотя, казалось бы, северная часть озера. На высоком берегу рядом с пляжем есть смотровая площадка. Рядом информационный стенд Большой Байкальской тропы. Здесь проходит один из ее участков. Забайкальский край встретил нас проливным дождем, причем такой силы, что едва мы выехали из очередного тоннеля, показалось, будто он готов смыть поезд целиком. Видимость при этом была практически нулевая. Видимо, я был в таком шоке от увиденного, что даже забыл это запечатлеть. Что нас может ждать с такими ливнями? В Новую Чару приехали в 3 ночи по местному времени.
Первым делом я побежал в хостел «Виктория», найденный в интернете. Но оказалось, что все номера в нем на постоянной основе выкупают вахтовики. Мест, естественно, нет. В отеле «Кадар» цены такие, что мы не потянем. Решили искать квартиру на сутки. Здесь мы впервые поняли, что цены будут высокие на все. Однокомнатные квартиры сдавали по 3000 рублей за сутки. Телефоны ни у кого из сдающих не отвечали, поэтому пришлось до утра сидеть на вокзале. Дозвонившись к 7 часам до женщины, которую зовут Аида Анатольевна, заселились в квартиру в доме напротив вокзала. В первую очередь приняли душ и легли спать часа на 3. После сна отправились в Каларский историко-краеведческий музей, попутно осматривая поселок. На наш взгляд, он, как и тысячи ему подобных по всей стране, это контраст симпатичных и отделанных административных зданий и объектов инфраструктуры и серых и невзрачных жилых домов. Музей находится в одноэтажном здании на улице Центральной. С виду маленький, но внутри несколько достаточно просторных помещений с достойными экспозициями. На входе встречают представители флоры и фауны района, затем минералы. И, конечно же, выделяется из всех своим цветом минерал чароид, найденный неподалеку от реки Чара и названный в честь нее. Много внимания уделено коренным жителям этих мест – ивенкам. Ивенки издавна были кочевыми охотниками и оленеводами. Зимние жилища чумы они изготовляли из жердей, покрытых оленями шкурами. Летние покрывали берестой или корой. Также представлены национальные костюмы, коих мы насчитали несколько комплектов. Не обделена вниманием и история Борского исправительно-трудового лагеря, добывавшего уран в горах Кадара. Кстати, в музее нам сказали, что здание вокзала по форме напоминает казахский традиционный головной убор. А вот какую информацию об этом нашел я. Одно из самых смелых решений на БАМе – вокзал на станции Новая Чара. Новую Чару выпало строить Казахстану, поэтому на стенах железнодорожного вокзала в Новой Чаре висят барельефы с изображением сцен из жизни казахского народа. Здание вокзала обрамляет динамичная крыша, напоминающая одновременно казахский головной убор мурак и очертания ивенкийского чума в сочетании с продольной линией фасада. Шефство над строительством поселка и станции взяла на себя бригада из Казахстана, поэтому на витраже окна здания вокзала можно прочитать надпись «Казахстан БАМу». Первой природной достопримечательностью, которую мы хотели посетить здесь, это, конечно же, знаменитые Чарские пески, пустыни среди тайги, как их называют. В течение дня узнали, что за несколько дней до нашего приезда на реке Чара было наводнение, и путь к Чарским пескам из поселка Новая Чара отрезан залитым водой заболоченным участком. Стали решать, как нам туда попасть. Из всех вариантов самым подходящим был позвонить утром в администрацию национального парка Кадар и спросить разрешения оставить у них вещи, которые планировали оставить в квартире, и идти на пески из села Чара. Там нам не отказали, и мы на такси поехали в село Чара, в администрацию национального парка. Оставили там катамаран и еду для сплава, взяли нужные вещи, подписали документы на посещение, после чего директор Андрей Николаевич Давыдов показал на карте, где проще всего перейти вброд реку Средний Сакукан, чтобы попасть на пески. За все не взяли ни копейки, сказали, что парк еще молодой и платных услуг попросту нет. Кстати, в селе Чара есть действующий аэродром. Самолеты летают из Читы, Иркутска и Красноярска. Из села Чара, или как здесь его называют, Старая Чара, идти на Чарские пески ближе, чем из Новой, да и в целом попасть отсюда проще. От администрации парка до места сегодняшнего ночлега примерно 11 километров.
Идти тяжело из-за сильной жары и влажного воздуха, кругом болото. Верхнюю одежду тоже не снять, иначе съедят насекомые. Идем в накомарниках. Мимо проехал каракат, болотоход, на котором местные жители забрасывают туристов на пески или в горы Кадара. Удовольствие это не из дешевых. На дорогах лужи разлились. Кругом болото, вот приходится обходить таким вот образом, по кочкам. Лужа длинная, и обход, соответственно, тоже большой. Еще жара такая, комарье. Жуть. Примерно через 3 часа подошли к броду через Средний Сакукан. Река Средний Сакукан, которую нам сейчас предстоит перейти вброд. В этом месте она на несколько проток разбивается. Соответственно, они должны быть достаточно мелкие, чтобы мы могли их перейти. Тем более за последние дня два, говорят, вода упала. Так что трудностей, я думаю, не будет. А там вот уже пески видно. Так, где просвечивают? Вот они, за деревьями. Сейчас пойдем к ручью Аленушка и хотим выйти к озеру Аленушка. Там возле него, нам тоже сказали, есть оборудованная стоянка. И хотим возле него сегодня ночевать. Недостаточно внимательно послушав Андрея Николаевича, поначалу я выбрал неправильное место для пересечения реки. С виду здесь было мелко, но при попытке перейти в одиночку с шестом понял, что все-таки глубоко. Мы свернули с дороги практически сразу, как увидели реку, а надо было пройти немного выше по течению. Там есть съезд с дороги, наезженный каракатами, и достаточно мелкий, примерно по колено, брод, проходящий по перекату. Здесь я примерно накидал траекторию брода, может кому-то пригодится. На карте с сайта национального парка этот брод называется номер 2. Надо сказать, что при подъеме уровня воды Средний Сакукан не перейти. Глубина может быть выше пояса, увеличивается и скорость течения. После пересечения широкой галечно-песчаной косы тропа уходит в дебри стланника. Вдоль ручья Аленушка, по левому его берегу, проходит тропа, которая должна нас вывести как раз к пескам. Но ручей Аленушка, как ни странно, вытекает не из озера Аленушка. Там такие небольшие распадки будут. Как раз из одного вытекает ручей, а во втором, соответственно, будет озеро. Мы сейчас пройдем и на месте определимся, как нам пройти к озеру. Может быть, даже тропа туда и выведет. У ручья здесь, конечно, такая промытая долина довольно широкая. Там вот прям уже пески видны. Как раз они выдавливают воду, и она уже течет ручьем. Возле самих песков, получается, с северной стороны, где вытекает ручей Аленушка, есть стоянка. Но место здесь прилично, все хорошо вытоптано. Благо, что по песку топтать ничего сложного. Мы сейчас, наверное, поднимемся прямо наверх, на песок, и пойдем уже там. Поднявшись, оказались в пустыне. Хотя как пустыня, чарские пески все же не ощущаются. Вокруг горы и северная растительность, которая не позволяет нам себя обмануть. Однако сегодня очень и очень жарко. Движения воздуха почти нет. Большую часть воды мы вылили себе на головы, чтобы не хватил тепловой удар. Короткими перебежками, с попытками отдохнуть в скудной тени одиноких деревьев, кое-как доползли до озера. Жара нас вымотала, и первым делом мы отправились купаться. Возле озера оборудованная стоянка. Судя по количеству следов от ног и шин, очень популярная. Поставили палатку и легли немного отдохнуть, насколько это было возможно в палатке на такой жаре. Ближе к вечеру, к закату, пошли любоваться чудом природы, чарскими песками и горами хребта Кадар,
возвышающимися неподалеку. Урочище Чарские пески – это большой песчаный массив, который находится в Чарской котловине на севере Забайкальского края. Он окружен болотами и лиственничной тайгой. Считается, что в этом месте тысячелетия назад было устье древней реки. В нем пески откладывались в огромных, судя по всему, количествах. Как и в обычной пустыне, здесь есть барханы, формируемые ветрами. Они достигают 700 метров в длину и 30 в высоту. Поверхность барханов нередко покрыта иоловой рябью. Сам массив Чарских песков имеет размеры 10,5 на 4 километра. Чтобы пройти от одного конца до другого, придется потратить много времени, учитывая, что по песку идти тяжелее. Несмотря на то, что Чарские пески – место довольно посещаемое, здесь нередко можно встретить следы диких животных, в частности медведя. О медведях и об их количестве в Забайкальском крае вообще ходят легенды. Местные жители рассказывали нам, что незадолго до нашего приезда один медведь утащил мужчину. Да и все, кто узнавал о нашем предстоящем маршруте, в первую очередь с беспокойством спрашивали, не боимся ли мы хозяев тайги. Конечно, боимся, но и без путешествий не можем жить. Встретиться с медведями нам еще предстоит на сплаве. А здесь, на огромном песчаном просторе, сразу вспоминается приветствие из советского фильма «Кин-дза-дза». Сейчас я хочу забраться на один из барханов и постараюсь сделать панорамное видео. С погодой нам сегодня очень сильно повезло. Солнечно, ясно, достаточно облаков, чтобы было красиво. Единственное, только жарко, очень. Сейчас вот 9 час, только начало немножко посвежее становиться. Ближе к сумеркам мы вернулись к палатке. С удивлением обнаружили на стоянке подростков лет 13-14 и подумали, что хорошо, что местная молодежь приобщается к культуре и посещает памятники природы в родном крае. Но потом они начали пить водку до самого утра, чем вызвали у нас шок. Своим шумом мешали спать, поскольку расположились неподалеку. Связываться с ними очень не хотелось, поэтому и выспаться не удалось. Утром еще раз забрались на пески, в надежде снять хорошие виды. Но поднялись облачность и дымка. Мы решили возвращаться в Чару. Обратно решили пойти, ну, наверное, если так можно выразиться, через исток ручья Аленушка. Здесь случилась первая существенная неприятность в этом путешествии. У моей основной камеры отказал объектив, и этот кадр стал последним снятым на нее. Это значит, что я лишился 20-кратного зума и возможности снимать крупным планом животных и птиц. Дальше я снимал на телефон и частично на экшн-камеру, так что заранее прошу прощения за среднее качество изображения. Забегая вперед, скажу, что экшн-камеру я тоже проворонил самым нелепым образом, о чем поведаю в дальнейшем. На переправе встретился каракат. Водитель предложил подбросить до Чары бесплатно. Конечно, согласились. В некоторых местах удивлялись глубине бродов. Кроме таких болотоходов, здесь, наверное, ничего больше и не проедет. В
Чаре первым делом зарегистрировали свой сплав в поисково-спасательной службе. Потом созвонились с директором национального парка Андреем Николаевичем. Поскольку был выходной день, его на работе не было, он подъехал попозже, а мы тем временем сходили в магазин. После забрали свои вещи из администрации. Андрей Николаевич отвез нас на удобное для начала сплава место, и мы приступили к сборке катамарана. Сборка катамарана и всех вещей заняла около 2 часов. Сибирское солнце при этом палило нещадно. Пообедали и встали на воду примерно в 15 часов. Первое время плыли буквально разинув рты от восторга. Нам, неискушенным путешественникам, видевшим до этого только уральские реки, все было в новинку. После наводнения, вызванного обильными осадками, на Чаре вот такие вот берега с таким вот удручающим видом. Сломанные деревья, завалы. Но пейзажи здесь действительно необычные. Высокие скалистые горы, песчаное дно и такие же берега. Все это приковывало наши взгляды. Течение тоже радовало, однако выяснилось, что даже рядом с поселками стоянок практически нет. Искать стоянку мы начали заранее, но нашли лишь через 4 часа. Напротив протоки, соединяющей озеро Малый Люксюгун и Чару, показалась широкая галечная коса, в самом начале которой была рыбацкая стоянка. Порядком уставшие, мы несказанно обрадовались, увидев ее. На воду встали мы сегодня примерно без 23. И я так сначала подумал, может быть, будет неплохо пройти километров 15 сегодня. Но потом поняли, что мы сегодня плохо очень выспались опять. И надо начинать искать стоянку прям вот сразу практически. И в 4 часа вечера уже начали подыскивать. Но после наводнения на Чаре, во-первых, стоянок туристических нету особо. А во-вторых, даже обычные берега, как, например, здесь, очень грязные и затопленные были совсем недавно. В итоге мы плавали до 7 часов вечера практически. И пройдя почти 23 километра, на правом берегу обнаружили галечную косу, а сразу за ней оборудованную стоянку. Там нашей радости даже предела не было. Кричали на всю реку «Ура!». Сейчас все разгоряченные, будем купаться. Протока из озера напротив нашей стоянки. Ночью немного упал уровень воды. Утром обнаружили мокрую гальку шириной примерно 1 метр, а на ней сибирского углозуба. Еще его называют четырехпалым тритоном. Что, не шевелится? Испугалась? Сидит. Ну, дай-ка я попробую. Чуть-чуть. Оп, шевелится. Ой, ты молодец какая. Давай, иди, а то нечаянно наступим. Давай, иди. Не хочет. Сибирский углозуб – единственный представитель хвостатых земноводных в Забайкальском крае. Хоть он и похож на ящерицу, ближайшие его родственники – лягушки. Ночь сегодня была тихая, и мы, наконец, выспались. Правда, и легли вчера пораньше. Собирались утром не спеша, и около 10 часов встали на воду. Сегодня мы бодрее, нежели вчера, поэтому внимательнее все разглядываем. В воде в больших количествах сверкают хлопья перита. Внешне он очень напоминает золото, и раньше их часто путали, за что перит получил прозвище «золото дураков». Потоки воды поднимают со дна песок, и она из-за этого кажется мутной. Несмотря на ширину реки, пока что не очень глубоко. Неудивительно, что этой реке дали такое название, ведь с венкийского чара значит мель или отмель. Иногда катамаран застревает на этих отмелях и приходится с него спускаться. Подводный песок очень зыбкий и может сильно засасывать ноги. Достать их после этого достаточно сложно, поэтому приходится много смотреть и в воду, чтобы не налететь на очередную мель. Небольшая передышка.
чаще стали встречаться галечные косы. А здесь в лесу прям нанесло песка много. Да, наводнение на Чаре, судя по рассказам, это самое настоящее буйство стихии. Уровень воды может подниматься на 2, а то и 3 метра, заливая окрестности и намывая в лес песка. Упавшие рядом с водой или в воду деревья несет вниз по течению до тех пор, пока они где-нибудь не застрянут. Постепенно количество застрявших деревьев увеличивается и образуются завалы. Иногда завалами перекрыты целые протоки. Периодически пробовали рыбачить, но рыбы как будто не было, как не было видно и околоводных птиц, что немного странно для такой большой реки. Вскоре подошло время обеда. На обед мы остановились возле первой протоки реки Апсат, которая впадает в Чару слева. Река в Апсате по сравнению с Чарой голубоватого оттенка, чистая, без песка. Мы себе набрали с запасом сразу 5-литровку, потому что из Чары хоть и пьем, но иногда попадается песок. Вот настолько здесь у нас жарко, что даже шоколад растаял. А вот такой вид сзади у нас открылся чуть ниже первой протоки Апсата. Устье Нижнего Сакукана. Сейчас хотим выйти здесь, посмотреть стоянку. Уже ночлег себе подыскиваем. Ну, тут, конечно, лютое устье. Песка нанесено, деревьев. Сама речушка не очень большая. Это, наверное, во время паводков столько всего приносит. Здесь сплошной завал. Вода прям под ним проходит. Через несколько километров показались весьма необычные берега. На фоне гор Кадара такие песчаные обрывы в сочетании с водой реки смотрятся завораживающе. В конце этих песчаных берегов обрывистых видели белое пятно, похожее на какой-то навес. В общем, стоянка. Наверное, сейчас подойдем поближе и узнаем. Там действительно оказалась стоянка, но скорее не туристская, а что-то наподобие временной охотничьей постройки. Причалили вот к такому крутому берегу. Это было сложно. Сейчас пытаемся занести наверх вещи. Самое тяжелое — это еда. Еще бы, еды мы взяли на месяц с лишним. Кое-как выбрались. В общем, стоянка обычная. Видимо, останавливаются местные здесь. Судя по всему. Постройка эта. Ткань как мешковина. Внутри такое жилище просторное. Летник. Летником я его назвал по аналогии с зимовьем, поскольку конструкция довольно легкая для холодов. Это все замусорено.
Там даже подальше туалет есть из такой же ткани. А крыша, кстати, из поликарбоната. В летнике ночевать мы не стали, потому что, во-первых, там жарко, комаров много, да и в палатке нам как-то привычнее. Ставим на более удобное место и спим крепко-крепко. А там на деревяшках спать все равно не очень удобно. Ночью несколько раз поднимался сильный ветер, и мы думали, что он принесет дожди. Меньше всего хотелось, чтобы в самом начале путешествия разразилась непогода. А уж о проливных дождях на Чаре мы были наслышаны. Они могут идти неделями. Однако природа нас баловала, и это утро выдалось солнечным и безоблачным. Сегодня проснулись пораньше, чтобы хотя бы сборы были не на солнцепёке, ну а собравшись, продолжили путь. На реке несколько раз встретились моторки. Махали им руками, но ответа ни разу не было. Все какие-то угрюмые и кажется, что не очень дружелюбные люди. Через 11 километров показались крыши села Чапа-Олуго. После него населенных пунктов на нашем пути не будет почти 600 километров. Выходить на берег здесь не стали. Ближе к полудню, как и в предыдущие дни, стало сильно припекать солнце. Спасаться от палящих лучей и жары приходилось в мокрой толстовке и закрывшись полотенцем. Как обычно, когда не надо, встречаются стоянки. Вот и на обед нашли очень удобное место. Выход на берег, правда, по застрявшему бревну. Зато берег очень удобный. Ровная полка, полно дров. А вид какой с него открывается. Но нам останавливаться на ночлег еще рано. Недалеко от стоянки, на которую мы сегодня плывем, в Чару справа впадает река Курунг-Юрях. У нее, в отличие от Чары, вода чистая и прозрачная. Мы набрали себе воды и попить, и про запас, чтобы готовить. От устья реки Курунг-Юрях до стоянки у озера Арбакалир около 4 километров. Уже видны горы, сжимающие русло Чары. Там начинается участок с порогами. Остановились мы, как и хотели, неподалеку от озера Арбакалир, на которое сейчас, соответственно, собираемся сходить. Тут какая-то тропа, возможно, она как раз к озеру ведет. Совсем рядом с лагерем следы медвежьи. Поставь ногу. Громенный просто. Тропа местами сырая, да и само озеро окружено болотом. На озере Арбакалир мы хотели искупаться, но по ряду причин передумали. Самое главное – это, конечно, медведи. Следы были свежие, а само озеро оказалось очень мелким. Мелко, да? И мелко, камни какие-то, водоросли. На стоянке мы нашли ведро и помылись при помощи него, предварительно разведя костер и накидав в него лапника. Включили таежное средство от комаров.
то пока сходили на озеро, за нами толпа увязалась. Приходится от них отбиваться как-то. Стоянка здесь хорошая, более-менее оборудованная тем же национальным парком Кадар, поскольку озеро Арбакалир – один из памятников природы Забайкальского края. Из-за большого количества медвежьих следов продукты решили на ночь в палатку не убирать, а оставили их снаружи. Утром видели свежие следы в лагере, но продукты оказались нетронутыми, потому что мы использовали одно интересное средство, отпугнувшее медведя. Но об этом я расскажу уже в следующей части.